Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Прямо сейчас в Германии обсуждаются изменения, которые могут повлиять на семейный бюджет и на планы будущих пенсионеров. Сначала давайте проанализируем вместе с вами новый пенсионный план Фридриха Мерца. Разберемся, как он может повлиять на будущее накопление и какие вопросы возникают вокруг инвестирования на фондовом рынке. Во второй части выпуска актуальные лимиты выплат от ведомства Job Center за аренду жилья на 2026 год и реальные нормы покрываемых расходов. А в завершение, друзья мои, детальный разбор от опытного немецкого инструктора, почему же водительские права в некоторых случаях обходятся почти, внимание, 4000 евро. И из чего на самом деле складывается эта сумма? Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья мои, правительство Фридриха Мерца готовит реформу. В предлагаемой модели речь идет о дополнительных отчислениях, да, друзья, отчислениях в новый пенсионный фонд, который должен инвестировать средства на фондовом рынке. Чиновники сегодня планируют развернуть масштабный такой государственный пенсионный фонд, связанный именно с фондовым рынком, с акциями. Если стратегия инвестирования властей вас, друзья мои, не устроит, закон позволит перевести ваши сбережения в альтернативные коммерческие структуры, внимание, из строго утвержденного перечня. Однако независимые аналитики сегодня обращают внимание на возможные сложности. Разобраться в тонкостях биржевой торговли без профильного образования бывает непросто. Финансовые посредники могут предлагать людям совершенно разные инвестиционные пакеты, при этом условия и внутренние тарифы требуют внимательного изучения. Чем чаще совершаются операции, тем выше, соответственно, могут быть расходы будущих пенсионеров. Подобная перестройка фискальной системы усложнит на самом деле жизнь не только рядовым гражданам, но и потребует изменений во внутренних IT-платформах, управлении персоналом на предприятиях, включая, например, системы на базе SAP. Одним из возможных вариантов считается запуск недорогого индексного фонда с широкой диверсификацией по примеру Швеции, где государственная модель пенсионных инвестиций получила широкое распространение. Итак, друзья мои, политики называют эту концепцию очень якобы перспективной, рассчитывая, что приток капитала с фондового рынка добавит немецкой экономике, внимание, около 30 миллиардов евро ежегодно. Идея на самом деле заключается в следующем. Масштабные вливания могут стимулировать появление новых компаний и создавать, соответственно, что правильно, рабочие места. Подобный приток ликвидности на биржевые площадки традиционно поддерживает реальный сектор и производство. От этого могут также выиграть даже промышленные гиганты, например, того же уровня Siemens, развивающие долгосрочные индустриальные проекты внутри самой страны. Государственное управление активами планирует сделать почти бесплатным, то есть, внимание, комиссия составит, друзья мои, всего лишь около 0,1% в год, представляете? Эксперты отмечают, что государственный сектор способен удерживать издержки на низком уровне. Однако, в переходной этап у работающих жителей Германии станет меньше свободных денег на повседневную жизнь, отпуск или крупные покупки. Дополнительные отчисления из вашей, друзья, зарплаты могут сократить объемы соответственно, частного потребления в масштабах всей страны. Поэтому критически важно, чтобы заработанная прибыль действительно доходила до нас с вами, до граждан, а не уходила на чрезмерные административные расходы и непрозрачные управленческие решения. Создание ведомственного фонда потребует отдельного и управленческого, соответственно, аппарата, а это может правильно увеличить общую стоимость его содержания. Помимо прочего, такой масштабный государственный финансовый резерв может создать дополнительные риски и для системы самого управления. Появляется вопрос возможного и политического влияния на это. Чиновники могут направлять накопление людей не только, кстати, в наиболее доходные мировые акции, но и в отдельные, скажем так, внутренние проекты Германии, например, для финансирования государственных каких-то задач. А это можно сравнить с ситуацией, когда вы, например, держите личные сбережения в местном банке, вроде там Шпаркассы, да,
А условия использования этих средств меняются постоянно в соответствии с решениями самого банка. Подобные решения могут повлиять, соответственно, на доходность и снизить один из главных плюсов фондового рынка – это диверсификацию. Центр консультирования потребителей требует, чтобы новая государственная структура работала прежде всего в интересах нас с вами, то есть граждан, а не в интересах коммерческих организаций. Сегодня финансовые посредники получают, вы знаете, комиссионы за продажу инвестиционных пакетов, хотя обычным людям нужны прозрачные, на самом деле доступные, скажем так, и понятные инструменты для долгосрочного накопления. Друзья, для реальной эффективности, скажем так, этих всех накоплений необходимы 3 условия. Во-первых, широкая диверсификация с распределением капитала по разным мировым активам. Во-вторых, это минимальные фиксированные комиссии. И в-третьих, прозрачное, соответственно, правило вознаграждения менеджера. Без достаточного контроля система может столкнуться с конфликтом интересов и дополнительными операционными расходами. А вот дальше, друзья мои, вы должны знать, что в Германии изменились правила покрытия расходов на жилье. Вместо прежнего пособия Бюргергельд, я вам рассказывал уже, власти переходят к новой системе базового обеспечения. Для миллионов малообеспеченных семей ключевым вопросом остается именно сумма, которую ведомство готово компенсировать за съемную квартиру. Конкретные цифры зависят именно от региона проживания в Германии, ведь единого общегосударственного стандарта площади не существует. На самом деле, друзья мои, решающую роль играют не только квадратные метры, но и соответствие брутто аренды и коммунальных расходов локальным финансовым лимитам. Именно эти суммы проверяют кураторы в первую очередь. В большинстве регионов базовые ориентиры выглядят так. Внимание! Одному человеку положено около 45-50 квадратных метров жилья, паре от 60 до 65, а семье из 4 человек от 85 до 95 квадратных метров. Но это не жесткий предел, и жилье чуть большего, скажем так, размера могут одобрить запросто, если общая стоимость укладывается в установленный бюджет. Лояльное отношение к площади жилья часто и подтверждают и аналитики портала Immowelt, отмечают, что соответствие итоговой стоимости аренды установленным нормам для чиновников всегда остается в приоритете. В этом и заключается суть ведомственной проверки, то есть чиновники детально изучают не только метры, но и каждую строку в квитанциях за коммунальные услуги. Если же авансовые начисления изначально занижены, арендатора в будущем может ожидать крупная доплата по итоговому расчету. Чтобы заранее рассчитывать возможные дополнительные расходы на энергоносители еще до отправки договора на одобрение, люди используют независимые, например, онлайн-платформы вроде Check24, где все-таки доступны калькуляторы тарифов для разных типов жилья. Причем, друзья мои, расходы на отопление теперь считаются по отдельной формуле. Однако из наиболее обсуждаемых изменений реформы это сокращение льготного периода. Напомню, раньше государство целый год, то есть 12 месяцев, полностью закрывало любые счета за жилье. Сейчас годовой период остался, но выплаты ограничили полутократным размером локального норматива. Что это означает в реальности? Если ваши арендные счета превышают локальный норматив более чем на 50%, то всю сумму сверх установленного потолка вам придется покрывать из собственного бюджета. В условиях жестких рамок переезжающим семьям приходится обустраивать быт своими руками, вы это знаете, закупая недорогие строительные материалы в крупных гипермаркетах, например, торговой сети Оби или других супермаркетов. Вдобавок, чиновники пересматривают прежний защитный период для личных сбережений, что особенно важно для людей с дорогими контрактами на жилье. Разброс на самом деле цен по стране колоссальный. Одиночки в Мюнхене ведомство одобряет до 50 квадратов с чистой ценой найма до 911 евро в месяц. Во Франкфурте на Майне на аналогичную площадь планка установлена на уровне 786 евро. А в Гамбурге лимит составляет 574 евро. В других регионах цифры еще скромнее, например, в Берлине
платят всего лишь 449 евро, в Бохмуте зафиксировано 439 евро, а в Хемнице потолок базовой ставки застыл на скромной отметке 313 евро. При такой, скажем так, колоссальной разнице в стоимости жилья многие безработные вынуждены расширять географию поиска своей работы. Люди массово просматривают вакансии в более дешевых регионах на крупных общенациональных порталах, включая платформу, например, Stepstone. Площадь везде примерно одинаковая, а вот верхний предел аренды, как я сказал, различается кардинально. То есть, если ваша квартира слишком дорогая или, например, слишком большая по площади, это не значит, что вас сразу же заставят оттуда съехать. Нет, Центр занятости сначала по закону обязан проверить, а можно ли как-то снизить ваши текущие расходы. Например, чиновники предложат подыскать более дешевое жилье, официально сдать часть комнаты, например, в субаренду или сэкономить другим доступным способом. Если же снизить стоимость аренды на месте не удастся, получатели помощи часто вынуждены урезать и другие статьи семейного бюджета. Они начинают выбирать более, скажем так, те же доступные продукты длительного хранения, например, в дискаунтерах сети Aldi, Rewe или Lidl, чтобы хоть как-то уложиться в жесткие рамки пособия. Для молодежи в возрасте до 25 лет действуют свои отдельные строгие лимиты. Им государство согласится оплачивать отдельное съемное жилье только в двух исключительных случаях: при наличии подтверждения социальных причин или если переезд официально необходим ради новой работы или учебы. Если же вы владеете собственной квартирой или частным домом, эта недвижимость тоже учитывается в ведомстве. В такой ситуации государство способно покрыть сопутствующие ваши расходы, например, текущие проценты по ипотеке, коммунальные счета и взносы в кооператив. При этом само погашение основного тела долга по кредиту чиновники, как правило, не покрывают. Запомнили? При возникновении критических задолженностей владельцам приходится искать варианты рефинансирования. Подобные ипотечные обязательства встречаются и даже на тех объектах, которые изначально оформлялись через финансовые институты уровня Deutsche Bank. И это еще не все. Сегодня ситуация в немецких автошколах выглядит еще более необычной, ведь заветная, скажем так, корочка, то есть водительское удостоверение, обойдется кандидатам почти в 4000 евро. Опытные инструкторы по вождению открыто объясняют внутреннюю калькуляцию всех этих тарифов и рассказывают, из-за чего обучение стало настолько дорогим. При этом сейчас появляется парадоксальный повод повременить с записью на курсы. Чиновники анонсировали, я вам рассказывал в отдельном видео, масштабную реформу, которая должна сделать получение документов доступнее для каждого. В итоге возникла, скажем так, неоднозначная ситуация. Молодежь массово откладывает регистрацию, резонно не желая давать большие деньги, если в обозримом будущем обещают снижение цен. Классы автошкол постепенно пустеют, списки наборов сокращаются, а профильный министр призывает граждан не ждать предполагаемых скидок и продолжать обучение прямо сейчас дорого. Немецкие дебаты о реформах в очередной раз показали, что одно неосторожное заявление властей способно повлиять на целый сектор услуг. Подобные масштабные удешевления выглядят заманчиво на самом деле, но профессиональные инструкторы по вождению воспринимают инициативу Патрика Шнайдера с большим скепсисом. Специалисты сегодня открыто заявляют, что попытка пересадить курсантов на виртуальные тренажеры не заменит реального опыта на скоростных трассах. Настоящее обучение в плотном, скажем так, городском потоке требует быстрых решений, которые невозможно просто-напросто полностью смоделировать на мониторе компьютера. Кроме того, автошколы уже несут высокие расходы на обслуживание автопарка. Ведь цены на новые машины, топливо и обязательное страхование КАСКО продолжают расти. Если министерство сократит количество обязательных часов, предприниматели могут поднять тарифы на оставшиеся практические занятия. В итоге, что правильно, финальная сумма для будущих водителей рискует остаться на прежнем уровне, а вот качество подготовки и общая безопасность на дорогах страны из-за сокращения реальных уроков могут снизиться.
Дальше, французский подход действительно выглядит привлекательно. Сегодня там подростки, напомню, уже в 15 лет садятся за руль под присмотром своих наставников. Отыграв примерно 20 обязательных занятий с профессионалом, они накатывают еще 3000 километров вместе со своими родителями. Такая схема помогает снизить расходы семьи и повысить процент успешной сдачи финального экзамена. Однако реальная дорожная статистика сегодня открывает тревожные факты. В авариях на французских трассах гибнет больше молодых людей, чем в Германии. Аналитики связывают это с качеством загородных шоссе, высокой долей скутеров и спешкой. И здесь встает, друзья мои, важный вопрос. Стоит ли снижать расходы ценой дополнительного риска на дорогах? Напишите в комментариях. Тем временем заявления чиновника уже вызвали серьезную неопределенность на рынке. Желающие получить права откладывают сегодня по статистике учебу, из-за чего наборы в некоторых автошколах сократились более чем, внимание, аж в 2 раза, представляете? Поэтому Патрику Шнайдеру пришлось выступить с официальным заявлением, которое редко услышишь от политиков. Ждать обещанных скидок бессмысленно. Модернизация учебных программ затягивается как минимум до 2027 года, да и само снижение цен пока остается под большим вопросом. Ситуация необычная, ведомство Патрика Шнайдера анонсирует реформу, и тут же что? Правильно, нам объясняют, почему гражданам не стоит откладывать учебу. Сами преподаватели уже просто-напросто устали от постоянных обвинений в завышении стоимости обучения. А вот реальная смета автошкол помогает лучше нам с вами понять ситуацию. Прежде чем получить доступ к работе, наставник обязан сам пройти что? Правильно, сертификацию. Это не обычно, как вы можете, друзья мои, подумать, какие-то краткие курсы, а полноценная программа, которая требует серьезных финансовых вложений. Только подготовка, внимание, обходится почти в 15 тысяч евро. Госпошлины за экзамены в районе около 1300 евро, и в зависимости от региона стартовое вложение еще кандидата составляют от 7 до 15 тысяч евро, прежде чем человек заработает свой первый цент. Вот, друзья мои, почему в Германии сегодня ощущается нехватка инструкторов по вождению. У этой профессии просто-напросто высокий порог входа, поэтому новых специалистов приходит недостаточно. Отдельная статья расходов – это учебные машины. Из-за внедрения регламента B197 школам приходится содержать минимум 2 авто. Курсанты тренируются, вы понимаете, как на коробке-автомате, но для получения прав обязаны откатать часы и на механике. Поэтому для бизнеса это означает двойной техосмотр, двойной налог и двойную страховку каждого автомобиля. Сюда же добавляется аренда классов, счета за свет и топливо. При этом, по данным Федерального статистического управления, государственные пошлины и тесты в ведомстве ТЮФ составляют лишь около 12% от финальной сметы школы. А вот основные расходы приходятся именно на обучение и практические занятия. Да, друзья мои, водительское удостоверение мы получаем один раз, а новые смартфоны или, скажем так, отпуска покупаем регулярно. Но это сравнение никак не утешит тех жителей Германии, у кого прямо сейчас просто нет лишних 4000 евро. Так имеет ли на самом деле смысл выжидать, пока цены в автошколах начнут снижаться? Реальные реформы заработают, как я сказал, не раньше 2027 года, причем гарантированного падения стоимости никто не обещает. До этого момента цены могут продолжить расти, а если ожидающие курсанты все-таки решат начать учиться одновременно, очереди, что правильно, на экзамены могут растянуться на долгие месяцы. Поэтому, чтобы сберечь евро прямо сейчас, выбирайте комбинированный стандарт B197. На автомате сравнивайте цены пригородных школ и проходите весь курс без затяжных пауз. И учите теорию на совесть, чтобы избежать платных пересдач, но вместо Франции политикам стоило бы рассмотреть модель Австрии.
Там тоже действует контролируемое вождение, но автошкола остается в тесной связке с самим процессом. То есть родители накатывают километры вместе со своими детьми, а профессиональный инструктор контролирует качество обучения. Это может помочь экономить деньги без потери стандартов безопасности. А нынешние немецкие дебаты выглядят спорно. На самом деле, вместо конкретной рабочей модели чиновники пока представили ряд предложений, из-за чего на рынке сохраняется неопределенность. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про новый пенсионный план Фридриха Мерца, лимиты, джоб-центр на жилье и цены на водительские права, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.